Привет, с вами Каска. Как вы знаете, вышел новый сезон в Fortnite. По этому поводу я хотел бы поделиться с вами своими настройками графики. Ну и плюс небольшая оптимизация в самой винде. Как оказались в игре, нажимаем на параметры. Первая вкладка видеоролик. Оконный режим ставим полноэкранный. Режим разрешения. Если ПК у вас очень слабый, то ставим 1280 на 720. Если средний и выше, то я рекомендую все-таки ставить максимальное, это 1920 на 1080. Типа ставить выше для онлайн игр, тем более королевских битв, я не вижу, если честно, смысла. Лимит частоты кадров. Обычно я ставлю без ограничений. Яркость, контраст, это все по вашему усмотрению. Самая важная настроечка, это, наверное, разрешение 3D, потому что благодаря ей у вас бустится неплохо FPS. Условно, если у вас ПК очень слабый, вы, допустим, можете поставить разрешение 1920 на 1080, а вот уже разрешение 3D поставить, допустим, на 75%-85%. Либо же ставим 1280 на 720 и выставляем 3D на 100%. Плюс-минус картинка будет одинаковая, но FPS будет прибавляться, естественно. Нежели чем играть Full HD и 100%. Это касается именно слабых компов. Если у вас средний выше, то оставляем где-то 85-100. Ищем, так сказать, баланс. Расстояние прорисовки. Кушает приличный FPS, я оставляю на среднее. Качество теней я отключаю. Сглаживание, как и прорисовка, кушает неплохо FPS, но мне лично без него тяжело играть. Для слабых ПК мы, конечно же, отключаем. Для средних и выше где-то средняя либо высокая. Качество текстур. Тут все зависит от объема вашей видеопамяти. Если у вас 2 гига и меньше, то ставим низкое. Если 4 гигабайта, то средняя. Если 6 и выше, ставим высокое. На FPS никак не влияет. Качество эффектов я оставляю на низкое. И постобработка тут тоже либо низкая, либо средняя. Вертикальную синхронизацию мы отключаем. Но если у вас ПК очень слабый и ваш процессор загружен на 100%, можете включить. Иногда в некоторых играх это помогает избавиться от лагов и фризов. Для всех остальных, конечно же, отключаем. Размытие движения. По желанию я отключаю обычно. Счетчик частоты кадров. Включаем. Режим рендеринга. Тоже неплохой параметр касаемо слабых ПК. То есть можем поставить на производительность, перезаходим в игру, картинка будет гораздо хуже, но FPS прибавится неплохо. Для всех остальных рекомендую ставить на DirectX 11. Многопоточная визуализация. Если эта функция есть, то включаем. Все остальное я отключаю, кроме NVIDIA Reflex. Ставим на справка ПО плюс Boost. Переходим на игра. Тут можете поставить ваш регион, плюс опускаемся в самый низ и находим повторы. Все эти записи повторов мы отключаем. Переходим на звук. Качество звука. Для слабых ПК мы тоже ставим низкое. Ну и нажимаем применить. После того, как настроили графику в Fortnite, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки: приложение и текстовый документ. Сначала откроем схему питания. Если у вас уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаем этот пункт. Если же нет, то копируем данную команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, Ctrl плюс V и Enter. Закрываем и закрываем. Нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Открываем мой компьютер, локальный диск C, пользователи, ваше имя пользователя. Нас интересует папка AppData. Если у вас нет данной папки, нажимаем вид и ставим галочку на скрытые элементы. Local. Опускаемся немножко вниз и находим Fortnite Game. Saved, Config, Windows, клиент. И нас интересует Game User Setting. Опускаемся вниз, находим Scalability, Group. Если вы поставили графику в самой игре на самые низкие, все это отключили, то в самом конфиге у вас будет Full HD Quality и Shading Quality где-то на двоечке стоять. Поэтому с двоечки мы ставим 0 и шейдинг тоже с двоечки на 0. После этого нажимаем файл и сохранить. Теперь открываем Epic Game Launcher, переходим в библиотека, нажимаем на троеточие, параметры и убираем галочку с текстуры высокого разрешения. После этого копируем параметры запуска, PKM копировать. Если что, я их оставлю в описании. Нажимаем на наш, получается, ник или логотип, я не знаю. Далее настройки, опускаемся в самый низ и находим Fortnite. Ставим галочку на доп. Параметры, далее Ctrl плюс V и нажимаем закрыть. Снова открываем мой компьютер. Нам нужно зайти в папку с игрой. В моем случае это диск E, Games, далее Fortnite, Game, Binarias, Win64. Опускаемся немножко вниз и находим 4
приложения. Здесь нас интересует приложение Fortnite, клиент Win64, Shipping. Нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее изменить параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Теперь мы копируем данный путь, нажимаем PKM, копировать, поиск, пишем настройки, графики. Если у вас есть аппаратное ускорение, я рекомендую его включить. После всех настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем обзор, вставляем наш путь и приложение Fortnite клиент Shipping, нажимаем добавить параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, нажимаем настройки, создание клипов и галочку с записывать в фоновом режиме мы убираем. Нажимаем закрыть и закрыть. Нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления NVIDIA. Если у вас видеокарта от AMD, чуть позже покажу, какие настроечки нужно сделать именно там. Переходим на регулировка настроек изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. Открываем управление параметрами 3D, масштабирование изображения. Кто смотрел мой ролик по NVIDIA Image Scaling, вы знаете, что эта функция в принципе неплохая. Можете ее тоже использовать. Для тех, кто не в курсе, объясню кратко. Это то же самое, что динамическое изменение разрешения. То есть с разрешения 1920 на 1080 у вас оно уменьшается, допустим, на 1280 на 720. Плюс вы повышаете резкость, благодаря этому картинка у вас практически не изменяется, но прирост по FPS почти в 2 раза. Фишка неплохая, если вам будет интересно, ссылка будет в описании, как это все установить и настроить. Тут у нас есть два варианта. Либо делаем настройки на глобальных параметрах, либо переходим на программные настройки. Если будете делать для отдельной игры, то выбираем программу и открываем Fortnite. И далее делаем настроечку. Я же привык все делать на глобальных настройках, поэтому покажу, как именно здесь. Анизотропная фильтрация. Для Fortnite я рекомендую все-таки отключать. Вертикальный синхроимпульс. То же самое, отключаем. При том условии, если вы не используете вертикальную синхронизацию. GP Rendering OpenGL. Выбираем вашу видеокарту. Заранее подготовленные кадры. Единичка. Затенение фонового освещения. Выкл. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Размер кэша шейдеров. По умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Ультра. Управление электропитанием. Режим максимальной производительности. Все остальное отключаем, находим. Фильтрация текстур качества. Ставим на высокая производительность. Далее разрешить и вкл. Анизотропная оптимизация, я обычно тоже ее включаю. И нажимаем применить. Настройки Physics, выбираем вашу видеокарту. Если у вас видеокарта от AMD, открываем наш архив, настройка видеокарты, AMD Radeon. И здесь у нас находятся картинки для настройки вашей видеокарты. То же самое, какие функции включить и какие функции отключить. Находим приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет на High и нажимаем Apply. Открываем твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как их активировать, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаете 2 раза LKM, либо через Enter. Да и ОК. Отзывчивая система PKM слияния, сетевой тротлинг PKM слияния и системный приоритет тоже PKM и слияние. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. В клипах все это отключаем. Xbox Game Bar тоже отключаем. Нажимаем главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Ищем Xbox Game Bar и его выключаем. Плюс можете отключить остальные фоновые приложения, которые вам в принципе не нужны.